Это Запорожье, славный город и удивительный край. Я сейчас сделаю маленькую экскурсию по городу и расскажу о страшной магии. Магии рептилий. Обратите внимание на надписи на заборах, на зданиях, на каком языке написаны эти надписи. Вот смотрите, где эти надписи, там растет бурьян и разрушаются здания. Это не русский язык, не английский, не французский, не немецкий, не украинский. Эти надписи написаны на каком-то тайном языке. Языковеды должны выяснить это. Буквы похожи на рептилий. Они похожи на змей. Поэтому вполне возможно эти надписи на языке инопланетного происхождения. Магия. Сама магия. Что такое магия? Магия – это заклинания, проклятия, слова. Не только сказанные, но и написанные. Это есть магия. Смотрите, рептилии. Нарисованы рептилии. Это центр города. Затрачиваются огромные средства на рисование этих надписей. Это рядом здесь обком партии. Здесь в отместку за репрессированных дедов, прадедов ребята отрезали Сталину голову. Сейчас он стоит в мавзолее, видите. Ребят арестовали, посадили, и люди страдают от красного террора до сих пор. Эта церковь после террористического акта, ее взорвали сами священники 3 года назад. До сих пор их не посадили, не судили. Вон священников возникли какие-то финансовые проблемы, и они построили за то, чтобы за счет налогоплательщиков построить новый храм. Не спросив налогоплательщиков, они взорвали этот храм. Погибли люди. Вот надписи. Это помещение на 1-м этаже, оно заблокировано надписями. Его невозможно продать и сдать в аренду. Вот эти же надписи. Все разрушается, все зарастает травой. Это есть магия. Страшная магия. Вот дома, первая линия, описаны жилой дом, квартиры. Люди здесь будут болеть. Личная жизнь будет разрушаться, семейная жизнь. Они будут чувствовать дискомфорт и продавать квартиры за бесценок. Это есть магия. Вот они, рептилии нарисованы. Смысл. Вот смотрите, это областная библиотека, храм знаний. Но с другой стороны, вся библиотека описана этой страшной магией. Только 3 буквы на английском языке. Все остальное на непонятном языке рептилий. Вы можете сказать, что это граффити. Но граффити – это с перевода с итальянского. Написано, нацарапано на стене. Люди, когда пишут граффити, они выражают свои чувства, свои взгляды, делают какую-то рекламу. Но скажите, какой смысл писать то, что люди не смогут прочитать?
затрачиваются огромные средства, огромные деньги на это. И когда пишут это, никто не видит, когда именно это все пишут. Потому что если написано на непонятном языке, это есть проклятие, это есть магия. Для того, чтобы сделать ауру враждебной для местного населения, то есть для славянского. Наши граффити, обычно наши пишут, Ваня любит Маню. Вот рептилии нарисованы, видите? В крайнем случае у нас пишут слово из 3 букв. Вот видите, здесь невозможно прочитать. Смысл писать то, что невозможно прочитать. Смысла нету. То есть это магические заклинания. Вот, пожалуйста, юридическая контора разрушилась. Описали ее, она разрушилась. Там разрушается здание. В 100 метрах погибают даже люди. В 100 метрах от этой конторы просто погибли люди из-за того, что... А вот было написано, а вот смотрите, жильцы закрасили, и опять же появились эти надписи. Магию невозможно закрасить, ее надо уничтожить только с помощью магии. Люди болеют, когда надписи на таких домах, на квартирах. Это мост. Строят мост уже давно, денег затратили. Сколько что можно построить мост до Луны? Это Хортица на другой стороне берега, смотрите, Днепра. Хортица. Здесь была первая демократия. И модель демократии на Запорожской Сечи была самая правильная. Европа еще не знала, что такое демократия. Здесь она уже была. Так это магия. Весь город описан, вся страна, и не только Украина и Россия. Это памятник великому князю Святославу, который сложил голову на запорожских порогах. Его поставили здесь, в яме, и он держит лезвие, меч за лезвие. Это значит, он сдается врагам. На голове вместо боевой прически славян у него кобылий хвост. Также ноги непропорционально толстые. Это издевательство сотворил заслуженный художник России, скульптор Клыков. Есть город Славянск на Украине. Есть информация в интернете, что он признан самым плохим городом. Почему именно с названием, с таким Славянск? Город самый плохой на Украине, потому что для славян аура враждебная. Только из-за того, что вся страна описана магическими заклинаниями на тайном языке. В Италии нашли раскопки, нашли 2 таблички, которые написано на ней «Черная магия». Древний Рим был уничтожен с помощью черной магии. Когда славянин выезжает за границу, он легче дышит там. У него идет и бизнес, и здоровье улучшается, и все, потому что здесь аура враждебная для славян. Это вот пришли люди требовать свои права, законные права, разговаривать на своем родном языке.
Власть запрещает им говорить, разговаривать на украинской мове. Это единственный язык украинский, на который можно выразить пение соловья. Это законное право, у них отбирают разговаривать на родном языке. С другой стороны, пришли проплаченные люди от партии власти, которые разговаривают на русском языке. И вот стоит противостояние русскоязычных и украинскоязычных, а весь город, вся страна описана на третьем тайном языке, страшном языке, которое делает людей несчастливыми. Вот, черная магия, на языке рептилий описаны все дома, весь город. И когда люди идут на работу, они попадают автоматически под влияние этой черной магии. У местного населения не идет бизнес, возникают болезни, разрушается личная жизнь. Для них аура становится враждебной. Если взять тот же город Славянск, взять и уничтожить все надписи, то люди сразу будут жить по-другому. Он станет самым лучшим городом на Украине. Это должны знать мэры. Мы пришлем опытных магов, потому что эти надписи надо сразу обезвредить, нейтрализовать с помощью магии или отправить к источнику. Тогда только можно их закрашивать. И жизнь у людей поменяется. Это вот это как раз вот наше граффити, настоящее, это детская дорога. Здесь ходит жизнь, смотрите, это детская железная дорога рекламирует свою деятельность. Вот настоящее граффити. Вот таким или приблизительно таким должны быть обрисованы стены и заборы наших городов. И все надписи на русском или на украинском языке. Если эти надписи невозможно прочитать, они на другом языке. Это черная магия, которая наносит непоправимый вред. Она уничтожает людей. Соловейко щебета, хей-я, соловейко щебета, хей-я, соловейко щебета, ой, у зеленому садочку козак дівчину віщав, хей-я, козак дівчину віщав, хей-я, козак дівчину віщав. Дівчина чорна брова, чи підеш ти за мене? Чи підеш ти за мене? А чи підеш ти за мене? Моя матуся тебе знає, ти той козак, що